Привет, друзья! Мы в Арктике, настоящей Арктике. Это снежный Норильск. Конечно, мы были здесь уже и не раз, но сейчас мы составим короткий чек-лист, что обязательно посмотреть здесь буквально за пару дней. Это Норильск! Каждому нужно перед тем, как опуститься в шахту, надеть вот такой вот костюм. Я взял себе детский размер. Главное неудобство, что карманов нет и некуда положить телефон. Норильский никель – это крупнейший в мире производитель никеля и меди. Также здесь добывают золото, серебро, платину. Вообще почти каждый второй житель Норильска как-то задействован в добыче. Именно добыча, так говорят местные. Сейчас пойдем посмотрим, как этому обучаются. Перед погружением в шахту на полигон дали полное обмундирование, снаряжение. Это, конечно, каска, фонарь, самоспас. Надеюсь, он не пригодится. Также здесь какие-то еще провода. Я запутался, я забыл, что это все значит. Главное, все надел, все в порядке. Все будет хорошо. На данном полигоне у нас, как я говорил, машинисты ПДМ и булички с проф отрабатывают практические навыки в управлении и производстве определенных видов работ с помощью техники. Здесь же учат теории. Вы посмотрите, это самый живописный учебный класс, который я когда-то видел своими глазами. Своды выдолблены в горной породе, парты, доска. А это учебник, посмотрите, какой толстенный. И все это надо прочитать перед тем, как стать шахтером. Это ручной перфоратор, он весит 50 килограммов, мне его очень трудно удержать даже двумя руками. А раньше шахтеры до 2005 года просто брали его, держали и бурили вверх в потолок. Просто железные люди. Эта шахта называется ангидрит, потому что он здесь везде. Но, правда, пощупать его не получится, потому что все стены, так сказать, забетонили. Потому что, нельзя, чтобы ангидрит, эта порода, соприкасалась с воздухом. Это плохо на него влияет. Здесь в шахте всегда постоянная температура, примерно плюс 10 градусов, независимо от того, сколько на улице. Минус 40 или плюс 40. Хотя, какие там плюс 40 в этом Норильске? По сути, это такая автошкола на глубине 70 метров. Здесь обучают машинистов, бурильщиков. Такой полигон понадобился еще в 80-е, но сделали его в 2012-м, потому что обучать стажеров на действующих шахтах небезопасно. Поэтому сделали такое помещение, где они учатся водить, сдают зачеты и экзамены. Вообще буровые машины отличаются как BMW и Жигули, но это скорее BMW. Иномарка. Тут все, конечно, на кнопочках, не сенсорное, но 3 педали, наверное, сцепление. Норильск хоть суровый город, культурная жизнь здесь кипит и бурлит. Мы приехали в художественную галерею, здесь открытие выставки, которая приурочена к презентации книги таймырских сказок. Вот такая вот с рисунками. Мороженое с олениной.
есть, по сути, это мороженое с мясом. Отлично. Но оленина только снаружи, правильно? Такая сладкая и чуть-чуть соленого. Это у нас тундра с ягодками. Вот почему я говорю, потому что тот сиропчик, который будет в составе, и голубика в таких пропорциях сделано, что именно на третий глоточек вы прочувствуете вот здесь физически дыхание. А если нужно, чтобы было умиротворение и спокойствие, то тогда нужно напиток наш тундра фирменный попробовать. Там мы используем сироп, в составе которого брусника, морожка, голубика сверху, он такой более ягодный. Меня торкнуло. Это еще не по-тарански. И вот он третий глоток. Дыхание Арктики. Есть? Вот он какой. Мы находимся около Норильского заполярного театра драмы. Ну, казалось бы, что здесь особенного? Театр и театр, такой есть в каждом городе. На самом деле он уникальный. Во-первых, это самый северный театр в мире. Во-вторых, он старше этого города на 10 лет. И в-третьих, здесь уникальный репертуар. Или, по крайней мере, его история. Но вообще, мне кажется, театры здесь всегда были популярны, потому что туда как минимум можно зайти погреться. И где-то здесь самая северная театральная гардеробщица в мире. Вот, казалось бы, и летим, блестятую нить. Сколько весен должно пройти, чтобы все позабыть, позабыть, как хотелось. Казалось, мы находимся на репетиции, казалось бы, пустой зал, но мурашки. Мурашки от песни. Вот он, Северный театр. Легла между нами, позабыть бескрайнюю степь, что легла между нами. Плюс ко всему, север, он еще, конкретно Норильск, он все-таки либо принимает, либо не принимает. Да, Сколько это, кстати, таких важно. артистов были, Это важный момент, да. которые приезжают, смотрят на город, несколько там, ну, год отработают, допустим, все, отслужат и уезжают. А вот меня вот лично и Дашу, вот город встретил, хорошо принял, как-то сразу и погодой, и людьми, и все, и я сразу понял, что Да, я и здесь жизнь надолго. как-то. Вот. Ну, здесь, понимаете, здесь как вот, не знаю, в советские времена, когда люди ходят друг к другу в гости, понимаете, ну, как бы нет вот такого отчуждения, да, делятся друг другом. Тут, если ты друг другу не поможешь, ну, грубо говоря, как говорят, должен быть всегда человек, который вытащит тебя из сугроба. Ну, да, понимаете, да, там. Машина не моя, лопата не моя. Копаю Но я. помочь-то людям надо. А то... Снежок такой свежий, рассыпчатый, прям приятно копать. Ну, всегда можно согреться вот так вот. Покидал снежок и согрелся, хорошо. Если снега в городе вам не хватает, мчите на Красные Камни. Этот популярный туристический объект находится совсем рядом с городом. Высокие скалы, между прочим, отроги плато Путарана. Водопад, зимой, конечно, водопада нет, но зато путь до места превращается в отдельное приключение. Одно из самых необычных мест, куда советуют приехать в Норильске, это мастерская местного парфюмера. Узнаем, какой он самый настоящий арктический аромат. Русский север пахнет фантазией парфюмера, потому что вся парфюмерия — это все про фантазию, про что-то необычное, оригинальное, ну и, собственно, через призму парфюмера как бы такое вот авторское явление. Вот тот же Таймыр аромат, да,
Про что он? Это про короткое северное лето. Поэтому на старте у нас фантазийная нотка такая вот зеленая, которая переходит в осень быстро. Потому что лето у нас короткое, и сразу наступает осень, дожди, все хмуро, пасмурно, кожаная куртка, табачные ноты, кожаные вот эти вот все прелые листва. Я последние 12 лет живу на севере, на Таймыре. Вообще я родом из Удмуртии. И вот в 2020 году я заканчивал институт там, и как-то меня очень сильно потянуло в парфюмерию. У парфюмера, одного опытного уже в Удмуртии, я прошел авторский курс вот, по программе Градского института. Ну и, собственно, стал парфюмером. И уже в рамках, как бы, зная какие-то основы, уже дальше стал развиваться, обучаясь у других опытных парфюмеров. Сам в своей лаборатории постоянно экспериментирую. А кем работали на севере? Работал и работаю шахтером. Я шахтер. Горняк, шахтер. Все 12 лет я вот в шахте работаю. То есть парфюмерия — это для меня такое вот хобби, которое я сейчас монетизирую. У меня собственный бренд. Вот. Но основная моя профессия — это шахта. Нам повезло! Мы оказались в Норильске во время фестиваля Большой Аргиш. Это дни, когда в центре города появляются олени, ставят чумы, а местные знакомятся с коренными народами Таймыра. Пойду покажу вон тем оленям, что их ждет, если они будут плохо себя вести. Большой Аргиш – одно из значимых и любимых событий в жизни Норильска. Просто посмотрите, сколько людей пришли в центр города, несмотря на непогоду и сильнейший снегопад. То есть они по 40 километров могут тащить, да? Больше? Ничего себе. Ничего себе, 100 километров до них можно проехать. И они без передышки, без питания, да? Я думаю, так по Норильску еще никто не ездил. Без пробок. Тут разные. Чем отличается ваш? Наш отличается внутренностью совершенно другого, потому что у долган по-другому быт, у нас, у немцев, совершенно по-другому. Когда можно понять, если ты зашел, у нас есть столы по краям, кровать по краям, спальная зона отдельно, и есть центровая это печка, также центр есть стол один такой центровой, и там утварь домашняя. А у всех плюс-минус так же, нет? Нет, почему по-разному. Если вы у энцев, тоже так же, как и у нас. У долган, у эвенков по-другому совсем. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы поставить этот чуб? Примерно 30 минут. Так быстро? То есть быстро разобрал, быстро собрал? Да, совершенно верно, это очень быстро. Не зря же придумали его когда-то наши предки наших предков и так далее. Он очень удобен, этот чум, в том отношении, что его быстро собрать, его быстро разобрать. Также вы же знаете, что в арктической зоне это степь. Там ветра бывают сильные. Вот этот чум никогда не сложится, не разберется. Он останется, потому что этот человек должен уметь его построить, поставить основную треножку и на него наложить шесты таким образом, чтобы она веерообразная была. Это зимний вариант чум. Минздра примерно мягкая. Женщина начала шить ее в августе месяце, скоблить. И вот она к большому аргишу, вот этот дом уже был готов. На самом деле покрышка должна быть мехом наружу и мехом внутрь. Так как это очень много всего вести, мы решили, что это только вот эта покрышка красивая будет для вас создавать нашу. Столы у нас обыкновенные, чай у нас очень полезный. Мы чай завариваем именно в чайник. Вот сюда. Так как вы не немцы, а славяне,
Вы так чай пить не можете, как мы пьем, наши коренные пьют. Пьют они у нас крепкий чай, потому что они постоянно в пути, в дороге. Чтобы была бодрость. Да, чтобы была бодрость, энергия была. А вечером мы на ночь пьем, едим такой вкусный, насыщенный чай, то есть суп, называется яевэй. Он у нас из мяса много. Видели наших олешек? Они все жирные, упитанные. А олень для нас это является транспортом, жилищем, нашей одеждой и в конце концов едой. Поэтому мы бережем своего оленя, поэтому у нас много оленей. А если не будет оленя, у нас для нас, немцев, считается, ты становишься нищим человеком, нищим в отношении своей культуры, своего быта. И в конце концов теряешь свой родной язык. Потому что когда мы живем в городе, мы в основном разговариваем на каком языке? Естественно, мы разговариваем на государственном языке, русский язык. А дома я приезжаю из города, допустим, в тундру, в чумы, в стадо, я разговариваю почему-то непроизвольно только на своем родном языке. Вот так вот происходит все. Оказавшись в Норильске, не упустите шанс побывать в Дудинке. Эти два города связаны одной дорогой в 100 километров длиной и одной судьбой. Других крупных населенных пунктов нет на сотни километров вокруг. Дудинка – это центр Таймырского Долгано-Ненецкого района, а еще это крупный порт на Енисее и фактически часть Северного морского пути. Знакомство с городом лучше начать в Таймырском краеведческом музее. Например, здесь можно увидеть настоящего мамонтенка, сохранившегося в вечной мерзлоте. В Таймырском доме народного творчества рассказывают все о культуре и быте коренных этносов Таймыра. А могут еще и в чум пустить, и напоить чаем. И одно из обязательных мест, которого нет на карте, но куда нужно обязательно приехать, это коптильня. Она находится в промзоне, нет почти никаких вывесок, указателей, но все местные знают, куда идти и подскажут. Реально точка, в которую нужно прийти обязательно и ни в коем случае не уезжать отсюда без рыбы. Идем на запах. О, боже мой! Вот это да! Вот это богатство Таймыра! В рыбном магазине должно быть так. Это сик. Вот это сик потрошенный. Сказка. Это просто мелодия. Да, это да, мелодия. Да, это сказка, это песня, да. Коптим только... Коптим только натуральным копчением. У нас нету никакой химии, никакого жидкого дыма. Только опилки, олька и бук, которые привозят нам. Нету никакой химии, только натуральное копчение. Камеры стационарные. Камеры? Да. Все пишут? Да, стационарная камера у нас. Святая святых. Вот так вот. Вот это можно вот на колесиках домой как? О, боже мой, вот это да! Оставьте меня здесь жить. Так, здесь 110 килограммов корюшки. Я покатил в зал. Продадут это примерно за день, а возможно даже быстрее. Вся рыба местная, из Енисея. Чары, щука, корюшка. Единственная омуль привозной из Якутии. Здесь на него и еще нельму, муксун, запрет вылова, чтобы увеличить популяцию. Но главный норильский бренд – рыба сик. Все тебе? Ящик домой. Да, ящик. Так, баба Комара, вам что еще? Сегодня по местным меркам жара, всего минус 2 градуса, поэтому арктические дайверы готовятся вот там погрузиться под воду, чтобы не было скучно на дне. Они даже соорудили себе какой-то маленький мир.
Чтобы интереснее было плавать, местные подводники установили на дне озера офисное кресло, стол, холодильник и даже припарковали машину «Москвич». Правда, сегодня подо льдом довольно темно и все это плохо видно. Вода мутная, как говорят дайверы, молоко. Москвич где находится относительно Майны? Вот здесь, да? Ага. Я что-то к Любе так дорогу не нашел. Ну вы туда сначала шли? Да. До нее? Мы не дошли до нее, не хватило каната. А, ну. Итак, есть хорошая новость и плохая. Хорошая заключается в том, что мы наконец приехали греться в баню. А плохая заключается в том, что баня там, а раздевалка здесь. А моржи здесь? Здесь. Слушай, я греться, у меня ноги обморожены. Здрасте. Так, меня выгнали из бани, потому что я не окунулся. Оказывается, сначала нужно в холодную воду, а потом уже в горячий парную. Что? Вот, куда вот, мне? вот, Я не хочу. Все? Ну вообще я не морж. Как не можешь? Я закунешься и не встанет. Спокойно заходи. Я не чувствую ног. Вот, смотрите, просто лед. И я в этом купаюсь. После... Ниже пояса так похолоднее будет. Так, ну что, начинаем? Я-то не профессионал, я быстренько, можно побегу? Смотри, как тебе по кайфу. Головой окунись сюда. Кайфани. Теперь тема. Так. Да, потерял такое, вообще быстрее хочется уже тепло. О, извините.